Добрый день, друзья! Очень рад вас видеть снова на нашем канале. Сегодня поговорим об оптимизации сайтов. Ну и основная информация это всегда, и основная проблема – это большие изображения. Конечно же, всегда рекомендуется обрабатывать изображение перед загрузкой, но, к сожалению, если это интернет-магазины, есть очень много менеджеров, либо много редакторов, не всегда они это делают и не конвертируют формат WebP. Конечно, сейчас многие слышали про формат AIF, он максимально более оптимизирован, весит меньше, но его еще многие плагины не поддерживают. WebP можно смело уже давно конвертировать, и абсолютно не нужно делать фallback в формате JPEG, и PNG и так далее. Плюс WebP поддерживает также очень хорошо прозрачность. Ну, опять же, как я уже говорил, лучше всего всегда делать это на стороне уже компьютера, в первую очередь обрабатывать, потом уже грузить. Это я использую бесплатное XMView приложение для компьютеров. Работать, ну да, очень много можно настроить себе пресетов под разные проекты и обрабатывать массовое изображение. Ну, если это невозможно, то мы, конечно же, прибегаем к плагинам на стороне WordPress. И их тоже огромное количество, множество, я многие перепробовал, у всех есть плюсы и минусы, мы не будем о них сегодня говорить. Сегодня поговорим о Coding Bunny разработчиков Snippets и Plugins. У них очень большое количество плагинов, такие как Image Optimizate, о нем сегодня поговорим как платная и бесплатная версия. Недавно они выпустили обновление с хорошей оптимизацией, это, ну, и дам небольшое предисловие, то есть это единственный плагин, который мне оптимизировал очень большой магазин, без проблем, без потерянных изображений и так далее. Есть также плагин Build Created for WooCommerce, в будущем тоже его постараюсь рассмотреть, очень интересный аналог для быстрого управления и товарами, массового управления товарами. EasyCharts, CSS Inspector, бесплатный плагин, то есть вы можете конспектировать код на сайте, то есть CSS в один клик, то есть установив плагин, очень удобно, тоже посмотрите. Easy Duplicate Post, бесплатный полностью плагин, ну и LMS TXT генератор, очень хорошо работает, я уже проверял тут на нескольких сайтах, очень быстро генерирует под ваши запросы, ну сейчас это яичек, и очень многие магазины, сайты должны соответствовать этому. Конечно же, до сих пор говорят, что сами AI пока полностью не принимают данный файл, но как дополнение. Почему не принимают? Потому что им стали также манипулировать, как и SEO в свое время, используют свои нужные, переписывают, как они оптимизировать контент под страниц. У них очень много сниппетов разносторонних, бесплатные абсолютно сниппеты, как и для WooCommerce, допустим, у вас динамическая скидка на корзину, количество продаваемых продуктов и так далее. Я знаю давно этих разработчиков, пользуюсь их сниппетами, работают на ура, использую многие бесплатные плагины. Ну, раньше я использовал плагин оптимизации изображения другие, ну, сейчас некоторое время перешел на них, и на большинстве сайтов он у меня установлен, и пока работает замечательно, никаких нагрузок, и все работает великолепно. Если о нем поговорить, то есть у них, конечно же, есть как и бесплатная версия, также и платная, годовые тарифы, лайфтаймы, можете ознакомиться в зависимости от количества этого. Но это не только плагин оптимизации, у них на самом деле очень большое количество аддонов к этому, и он перекрывает не просто так такие цены, он перекрывает очень много задач, которые есть. Что он делает? Он также генерирует alt-text генератор, массовое изображение, ну, это разница между free и pro версией. В большинстве случаев многим достаточно будет бесплатной версии, но кому нужно будет pro, то, соответственно, нужно, покупать. Конвертация VP, WAIF, как и бесплатной, также в платной версии, есть два типа конверсии. Это серверная конверсия, либо браузерная. Сразу скажу, браузерная конвертация не работает в Safari, поэтому лучше использовать другие плагины. Но, опять же, если вы другие браузеры, если вы знаете, что и ваши эти не пользуются, либо вы предупреждаете, то никаких нагрузок, то вы можете все обрабатывать на стороне браузера, и уже готовое изображение будет заливаться на медиатеку, в библиотеку. Что отличается? То есть размеры, массовое изображение, тексты генерации, тоже вы можете составить любой шаблон, ну, это только в платной версии. Lazy Loading есть как и платный, и бесплатный, и preload критических изображений для лучших попугаев Гугла. Тоже тестировал, работают даже лучше, чем Lightspeed, функционал плагина. То есть я проводил тестирование, то есть там это все обрабатывалось очень долго и показывало не те необходимые изображения, этот отработал значительно лучше. Ну, я делаю это в Бриксе, как правило, всегда вручную, задаю высокий приоритет при загрузке изображения, остальные в начале, поэтому мне это не критично, как правило, я этим не пользуюсь. Но, опять же, если у вас уже есть готовый магазин, и вам нужно оптимизировать, то хорошее решение, бесплатная версия это есть. Потерянные изображения, ну, и здесь идут уже аддоны, которые вы можете только использовать в версии, как вы видите, то есть там очистка клинеров, поиск дубликейт, очистка неиспользованных изображений, потерянных, накладывать watermarки, очищать, защита изображений и так далее. В большинстве случаев, конечно, я не пользуюсь, ну, встречались проекты, где это было необходимо, многие задавали вопросы, так что вот есть одно из решений. Ну, давайте перейдем на сайт. Здесь давайте я сейчас активирую сначала бесплатную версию, которую можно скачать у них в репозитории.
Давайте посмотрим. Более 300 уже активных установок. Последнее обновление 3.0 было один день назад, это недавно улучшено. Ну, пока одна звезда, ну, я думаю, что очень хорошо бы попробуйте, если вам понравится, то поставить, то есть отзыв, то есть ребята стараются, это хорошие разработчики, очень много сниппетов, как я уже говорил, они пишут, много решений, которые довольно интересны. Поэтому пробуйте, тестируйте, ну, если нравится, оставляйте отзывы и так далее. Давайте вернемся. Здесь у меня была сейчас Pro-версия активирована, я сейчас активирую бесплатно. Для начала покажу, в чем отличие. Так, секунду. Да, у меня тут на тестовом зоопарк, да, у меня здесь уже бесплатная стоит, вот она у них, их дашборд. Здесь я еще ничего не делал, как видите, указано 0 изображение. То есть он проверяет у вас на сервере установлены же Image и Magic и Go version. Ну, как правило, Magic достаточно, чтобы он поддерживал и VP, и AIF. То есть он его проверяет и показывает вашу версию, чтобы на стороне сервера. На стороне браузера, если вы будете, то этого абсолютно ничего не нужно. Перейдем в вкладку оптимизации. Тут все очень просто. Вы можете включить автоматическую конверсию и на стороне сервера либо браузера. Если вы включаете браузеры, то он поддерживает практически все браузеры, кроме нашего любимого Safari. Соответственно, нужно будет предупреждать. Ну, соответственно, у вас никакой нагрузки на сайт, на сервер не будет, и загрузки не будет обрабатываться, если вы грузите большое количество. Ну, если вы грузите одну-два, то лучше, конечно, можно ставить на сервере и не париться. И формат, в котором вы хотите. Большинство плагинов, если вы выбираете AVI-формат, вам нужно его конвертировать, то он всегда у большинства плагинов тоже платный. Здесь у вас бесплатная версия, и он, пожалуйста, полностью доступен. Я, как говорю, я пока использую VP, в принципе, его более чем достаточно. Он хорошо поддерживается, и его можно грузить. И, естественно, я включаю удаление оригинальных изображений после конвертации, после их изменения размера и после форматирования VP. Мне не нужны дубли. На сегодняшний день это абсолютно не нужно, трата времени и места на диске для того, который он еще будет создавать под каждый вариант. Под каждый вариант он будет еще создавать свои миниатюры. Ну, поэтому этого нет смысла. Если вы используете VP, то этого не нужно делать дубли. Можете смело включать удаление. Сохраняем. Перейдем в Resize. Если у вас грузят большие изображения, вам максимум они нужны, допустим, 1200. Я на магазинах. Да, у вас на магазинах могут быть товары, они, как правило, 1200, а есть еще и большие баннеры. То если в основном всегда грузят 1200, потому что баннеры грузят в основном разработчик на каких-то статических страницах, то я ставлю всегда максимальный размер 1200 по высоте либо по ширине. Ну, тут уже вы выбираете под свой формат и сохранять. Если вам нужны большие очень изображения, очень грузить, то, пожалуйста, вы можете, конечно, включить функцию. Ну, я не думаю, что сейчас на сегодняшний надо. Это больше актуально, если вы фотограф, вам делаете фотограф, где нужно рассматривать мелкие детали при увеличении большого компьютера, то да, можно это отключить. То есть resize, отключение максимального размера 2560 с WordPress. И здесь настройки вы можете включить lazy loading по изображению, ну и перевод критических изображений, то есть первых, которые попадают в первый экран, для лучшего LCP в Code Web Vitals тоже можно включить. Но, опять же, если вы используете других, то не рекомендовано это использовать вместе, поэтому лучше это использовать какое-то одно решение, либо данный плагин, либо еще какие-то другие. Если, допустим, тот же VP, lazy loading есть также в том же Brix, опять же, что-то нужно одно отключать, иначе получается конфликт. И многие удивляются, почему я включил все, а у меня скорость только, включая оптимизацию, у меня скорость только падает, пока загружаешь, потому что в большинстве случаев у всех включено и тот вариант. Ну и, соответственно, при добавлении каких-то изображений у вас все будет здесь автоматом сжиматься. Ну, давайте, у меня уже здесь по умолчанию все грузится в VP, поэтому здесь, видите, указано Auto Optimization, но он также уже просто был это. Давайте сейчас какую-нибудь картинку найду и попробую сюда ее добавим в библиотеку, и вы увидите, как это все работает. Так, вот нашел изображение, оно все у меня не маленькие. Я предлагаю скачать сейчас с Unsplash какое-нибудь изображение и его добавить, чтобы он его сконвертировал, и покажу, как это все работает. Так, вроде бы да, все. Ну, не знаю, давайте возьмем вот это изображение. Оно у нас максимально, возьмем большое. Оно у нас бесплатно, закачаем. И вернемся непосредственно к нам в этот. И сейчас перетащу изображение, которое весит, как вы видите, 2 мегабайта весит изображение. Давайте его сейчас добавлю. Да, проблема, вот как я уже говорил, он не принимает у нас более 2560 пикселей, которые я скачал. Соответственно, он нам ничего не добавил. Давайте сейчас перейдем в настройки. Давайте я его здесь обновлю, потому что у нас сейчас здесь была Pro-версия. Зайду в оптимизацию, зайду в resizing, и вот как раз включим эту настройку. Вернемся в библиотеку, добавите медиа, и еще раз его загрузим.
И почему-то он не может обработать наше изображение. Одну секунду. Я знаю почему. Сейчас я это исправлю. У меня был сниппет по ограничению больших изображений. Я совсем забыл про это. Сейчас мы его убрали. Давайте перетянем сюда изображение. И что у нас происходит? Я его, по-моему, не активирую. Да, все работает. У меня на этом тестовом сайте зоопарк плагинов. Так как я много чего тестирую на нем, проверяю, это большой интернет-магазин, соответственно, здесь очень много товаров. И есть. Вот я загрузил изображение, он его обработал. И давайте посмотрим, какой стал размер и какие стали размеры. Стало, как видите, 45 килобайт. И размеры, максимальный размер 1200 на 676 пикселей. Итак, давайте перейдем к Pro-версию, я вам покажу, в чем отличие Pro-версии и какие там преимущества. Большой плюс, спасибо, что Pro-версии и бесплатные версии ставятся по раздельности, то есть не нужно увеличивать по 2-3 плагина, как многие любят. Допустим, тот же MailPoet, он есть как и Free-версию нужно ставить, потом еще сверху ставить Pro-версию. Да, они легкие, но, опять же, мне не нравится куча вот этих большого количества плагинов, которые есть. Итак, может быть, это мои хотелки такие. То есть мы находимся в изображении, перейдем в дашборд, и здесь, как вы видите, появилось уже большое количество дашбордов. То есть здесь сколько у нас изображений обработано, сколько изображений имеет alt-тексты, какие не имеет. Он уже проанализировал, я еще ничего здесь не запускал, он автоматически, то есть нам показал какое-то количество, сколько не всего изображений имеют, и, как правило, все должно быть зеленым. Ну, здесь это защита, если вы ставите аддон дополнительный, если вы ставите тоже аддон image watermark, вам это нужно, ну, это сейчас уже на то, но, опять же, есть все равно заказчики, которые очень-очень хотят, чтобы на их изображения при загрузке были выведены верно. Конечно, можно яичко, она их всех обрабатывает, удаляет, ну, иногда тяжело объяснить людям, ну, что это уже не нужно. Даже сам Google, если вы используете Google Merchant, очень не любит, когда у вас есть на ваших фотографиях какие-то сторонние ваш логотип, либо какие-то сторонние текста, не относящиеся к самому товару, то этот товар в Google Merchant будет забанен. Предупреждаю сразу, это уже у них где-то полгода, поэтому это такой небольшой совет на будущее. Ну, очистка Kubernetes, неиспользованное изображение, поиск и так далее, и так далее. Так как в аддон я еще не ставил, соответственно, здесь ничего не отображается. Если перейдем в оптимизацию, то здесь получается больше настроек, опять же, конверсионность, автоматическая конверсия, какой формат. Здесь вы можете выбрать уже качество, то, что там этого уже не было. И здесь также можно выбрать качество для WIF. Ну, эти рекомендованные значения 80/60, в принципе, это самое оптимальное. Также, если у вас установленный Magic, а у нас установлен, то можно автоматически удалять метаданные изображения, и, соответственно, размер изображения будет чуть поменьше. Тоже полезно, потому что у некоторых фотографиях бывает очень куча метаданных. Ну и плюс, если вы используете где-то с фотостоков или, не дай бог, вы использовали какие-то другие форматы, допустим, где-то взяли это изображение, ну, чтобы меньше, чтобы сложнее их было найти и доказать, что вы у них взяли это изображение, то лучше это удалять. Ну, опять же, удаление изображения. Также ресайзинг, если мы перейдем здесь, как видите, все аналогично. Здесь вы можете управлять теми и отключать те изображения, которые вам, в принципе, большинство из них не нужны. То есть зачем вам дублировать и создавать кучу миниатюр, которыми вы не пользуетесь. То есть я большинство из них отключаю, использую какие-то основные, которые мне нужны. То есть вы их можете также не ставить какой-то дополнительный плагин для управления этим и тут же все это отключить. Массовая оптимизация. И вот о чем я говорил. У меня был магазин, где-то порядка 120 тысяч изображений. Я, к сожалению, не могу показывать, так как у меня соглашение с клиентом показываю данный магазин, и что там было. 120 тысяч изображений, магазин весил почти 12 тысяч, ну, сколько, чтобы вас не обмануть, где-то порядка 8 гигабайт, сам сайт с изображениями. И большой плюс, вот здесь есть, как вы видите, переоптимизация. В чем проблема была того магазина? Там, на самом деле, формат был WebP, но он был ложный WebP. То есть там было изменение только названия формата файла. То есть файл, на самом деле, изображение было JPEG, но его просто в конце переименовали JPEG на WebP. Зачем это сделали, я не понимаю. По факту все браузеры размен, все оставалось JPEG, и все видели его все равно как JPEG. Ну, осталось только название расширения файла. И какими я только инструментами не пользовался, ни один не работал, потому что они все его видели как WebP и его просто пропускали. Данный плагин тоже до версии 3.0, то же самое, он его пропускал. Они добавили настройку, чтобы можно было переоптимизировать изображение, если вы хотите повторно по ним пройтись. То есть вы можете это включить, и он заново пройдет, и тогда он все изображения просто заново прошел и перевел уже в реальный WebP формат. Здесь вы можете выбрать, поскольку изображений он будет обрабатывать за раз, ну, увеличением количества, то есть это будет, соответственно, увеличивать нагрузку, но все зависит от вашего сайта. Да, скажу сразу, 120 тысяч изображений, были срывы, он пару раз срывался, он запускал заново, но он очень быстро проходит, если изображения были оптимизированы, он довольно быстро их проходит. Давайте, я ставил
по-моему, 50 либо 70 изображений за раз, так как это VPS. Ну, и, в принципе, я отработал хорошо, по оптимизации я, в принципе, доволен. Ну, и да, и он почти 1,5 дня, он их оптимизировал. Единственный минус, пока у них нету работы по клону, допустим, того, как VPVid, но, опять же, VPVid он не может заменить изображение, он просто создает их копию, и что мне очень-очень это не нравится. То есть он создает VP как дополнительный формат. И я хочу, чтобы они были заменены. Ну, и здесь можно запустить. Если какие-то у вас были проблемы в библиотеке с удлами и связанные изображения, это можно потом запустить и исправить. Давайте сохраним. Ну, запущу, покажу, как это происходит. Нажмем ОК. И вот он здесь тоже, видите, 10 155 изображений. Это не так уж и много по сравнению с 120 тысяч. Ну и работает довольно шустро. И вот он вам показывает, сколько изображений было оптимизировано, сколько пропущено, так как на этом сайте очень большое количество изображений уже в реальном VP хорошо оптимизированы, поэтому он их пропускает. Ну, я не вижу, почему фалит, мне тоже интересно, потом будете посмотреть. Ну, может быть, это то, что уже измученный сайт, какие-то проблемы возникают, ну, по факту, на самом деле, не должно. Ну, вот сколько я тестировал, проблем не было. Ну, он работает, конечно же, страницу закрывать, к сожалению, нельзя. Ну, пусть работает, давайте откроем альтернативный текст, перейдем на другую страницу. И здесь большой плюс, никаких ключей, ничего, он вам с помощью генератора будет создавать alt-текст. Здесь вы можете, допустим, чтобы использовать короткие коды, шорткоды, для того, чтобы составить текст в зависимости от... Если он привязан к какому-то постайтл, можно взять постайтл, допустим, чтобы был уникальный файлнейм, допустим, вам нужно, если у вас есть какое-то название, вы можете название сайта добавить в конце, и если это товары, ну, к примеру, можете взять SKU и, допустим, его добавить сюда. Ну, и опять же, я бы добавлял файлнейм в конце, чтобы он был уникальный, потому что у одного товара их может быть и несколько, и здесь, допустим, вы можете написать фото, продукт, и так сгенерировать. И можно автоматически генерировать его при загрузке, то есть когда вы привезете товар, он будет его генерировать, если хотите, либо специально все перегенерировать, которые у вас были, потому что иногда некоторые плагины, те же SEO, генерируют из названия, и это выглядит не очень, и чтобы он их не подписал и создал более красивые вот такие названия с уникальными текстами, то можно будет нажать force и перегенерировать их заново, ну и запустить автоматическую генерацию. Также тот же сохраняется здесь lazy load, и preload, то есть, в принципе, то же самое, что и в бесплатной версии. Если перейдем в аккаунт, то тут можно скачать вот дополнительные аддоны. Я их скачал, сейчас мы их добавим. И покажу, что с ними происходит. Я активирую немного позднее. Очень не хватает массовой загрузки, и в этом очень хорошо помогает плагин Classic Monks, где вы можете массово загружать, а не кликать лично. То есть, по идее, это должно быть уже лет 10 назад в функционале непосредственно самого WordPress. Но, как вы видите, пока этого нет. Зато у нас добавляется все там для Гутенберга. Тот, кто ничем не пользуется, тоже математическая формула. Ну, что есть, то есть. Поэтому спасибо сторонним разработчикам, которые все-таки меняют нашу жизнь к лучшему и добавляют функционал. То есть, видите, приходится это вот каждый плагин кликать и добавлять вручную, и причем по несколько кликов. Так, еще два. Просто я хочу вам показать, какие еще дополнения есть и что он может. Здесь, оказывается, был. Ну, давайте заменим. Я, по-моему, уже выставил, да, если даже одна, но я не активировал его, поэтому давайте посмотрим дальше. И заключительный. Так, у нас еще параллельно здесь идет оптимизация. 50 оптимизировано. Здесь у большинства, как видите, 7000 изображений побежал очень быстро. 60 нашел каких-то, которые были не оптимизированы. И вот он и по ним прошелся. И все. Единственное, что мне не хватает, добавлять в исключение изображений, чтобы он не трогал некоторые большие изображения. Скорее всего, вот он их сейчас и прошелся по ним, которые были больше, чем 1200. Будьте осторожны, ребята, если вы запускаете, если у вас там стоит садик на 1200, и вы включили Force Optimization, чтобы он не удалил. Я писал в поддержку о том, чтобы была возможность добавлять в исключение изображений, чтобы он не трогал некоторые изображения, и оптимизировал весь магазин, кроме определенных изображений. Либо в ресайзе ставьте больше размер, там 1420, к примеру, и все. Так, мы не загрузили последний плагин. Я его сейчас добавлю. Да, плагинов очень много бесплатных. Пишите в комментариях, какими вы пользуетесь. И не обязательно, что я их использовал. Я многие перепробовал, пока моя любовь к этому. Раньше я использовал VPVid Pro есть. Но, опять же, как я уже сказал, там есть свои минусы. Так, давайте мы активируем эти плагины. И так...
Ну, самая лучшая практика – это все генерация, оптимизация изображений перед загрузкой. Ну, я уже назвал причины, почему не всегда это получается, к сожалению. Так, давайте... зачем я этот активирую? Мне он не нужен был. Да, мне нужно активировать этот. И все, по-моему, я загружал сюда их больше. Я один уже включил. Ну, давайте активировать. Применить. Опять видео затянулось, думал уложиться в 20 минут, но опять же уже 30 минут. Итак, я активировал и деактивировал плагин Happy Files, который упорядочит библиотеку, потому что, два одинаковых плагина, которые делают один и тот же функционал, было бы плохо. Давайте перейдем в библиотеку и покажу, как будет выглядеть. До этого вы видели Happy Files, мой любимый, который ставится на все файлы. Я его не деактивировал, вот он еще остался, оказывается, я его забрал. И вот они все категории, которые вы можете назначать. Давайте мы его сейчас деактивируем, я его забыл деактивировать. Да. Вернемся в библиотеку. Так, мы видим библиотеки. Как вы видите, здесь добавляют еще функционал alt-text. Вот сейчас он какой был загружен. Это просто создает плагин. У меня SEO-пресс он создает в зависимости от названия вот в таком формате. Опять же, вы можете перегенерировать. Вот он указал, что изображение оптимизировано. Если вы хотите перегенерировать для определенной позиции, то это можно будет сделать вот здесь. Как видите, он нам его перегенерил. Но так как у нас нету к чему он привязан, соответственно, он просто создал его с названием и так далее. Ну, давайте вот это перегенерируем. Как видите, он взял название, и по нашему шаблону он это все сделал. Если вам нужно его защитить, видите, здесь будет галочка защиты. Ну и здесь он добавляет категории, которые вы можете также создавать категории, если хотите. Но здесь нужно будет уходить сначала в отдельную, так называемую область, как говорит Кевин, то есть другую зону, и создавать для них категории, и создавать для них каждый цвет. То есть вы можете создать цветов для определенного. Допустим, я хочу, чтобы этой категории был цвет, там, допустим, пусть это будет лого. Ну, если нужно под категории, также это вложенную иерархию вы можете делать. Пусть будет у нас логотип. Если мы вернемся в библиотеку, то вы увидите сейчас у нас новые категории. Жалко, конечно, что в Happy Files это сделано, конечно, гораздо удобнее. Тут же можно создавать, их перетаскивать и так далее. Здесь этого нет. Ну, и здесь есть папка с защищенными, чтобы вы могли это фильтровать. Ну, вот она моя созданная папка лого. Это здесь вы можете без категорийный их заметить. Ну, если хотите, я вот могу его сюда перетащить, и он его связал с этой категорией. Вы можете экспортнуть, если вам удобно. А также, если вы хотите, интересно, массовое изображение, вы здесь можете удалить защиту, включить защиту изображения, генерировать текст и так далее. Ну и выбрать, оптимизировать выбранные изображения. То есть, если вам нужно определенное изображение оптимизировать, вы их можете отсюда выбрать и нажать оптимизацию. Итак, давайте вернемся в имидж оптимизацию. Вот у нас добавились новые вкладки Cleaner. Это очистка, где вы можете... давайте пусть он просканирует и найдет упущенные изображения, которые есть в upload, которые нигде ничем не использованы. Здесь он показывает, чем миссийные изображения есть упущены. Так, здесь у нас потерянное изображение, то есть линки, которых вот этих изображений нету. Допустим, в этом товаре у нас должно быть такое изображение, но его, к сожалению, нету. И видите, здесь еще JPEG. Либо это он нам его сломал при оптимизации, но нет. Это, скорее всего, его загрузили, создал. Вот видите, этого изображения нету. И вот он нашел все изображения, у которых просто упущены потерянные изображения 404. Тоже он заменяет вам ваш плагин. То есть, соответственно, здесь на этом сайте небольшое количество, то нужно исправить. Это тестовый, здесь мог и я что-нибудь удалить и так далее. Поэтому здесь на это не обращаю внимания. А так, функционал большой. Здесь упущены избранные изображения, и вот он указан, у кого, допустим, нету избранного изображения, у каких страниц. Опять же, это тестовый, здесь у большинства, как видите, их нету. И вот он показывает, то есть, сколько он нашел вам изображений. То есть, вот они неудобные. Я не сразу заметил страницу, я думал, это все. И это еще листается. И здесь еще, как видите, можно переключаться. Вот это, конечно, неудобно, очень мелко. Справа не сразу заметно. Большинство это, конечно, черновики, либо шаблоны, которых это не нужно. Но, опять же, можно пройтись и посмотреть. Это, конечно, не обязательно. Можно по умолчанию ставить через плагин SEO, чтобы он их подставлял. Если вы с кем-то делитесь, если не для всех нужно избранное изображение. Но если хотите уникально, то, пожалуйста, можно это сделать.
неиспользованные изображения, то есть вы можете удалять изображение. Вот это большое спасибо. Я использую сниппеты, но они работают плохо, если это делается массово. Если вы удаляете вручную, он, конечно, удаляет хорошо. Я это еще не тестировал, если удаляется товар, удалит ли он это изображение, но надо будет это попробовать. И главное, что если изображение относится к некоторым товарам, я потом протестирую и вам обязательно скажу. Если к некоторым товарам удаляет он ли это изображение или нет. Ну и также удаляет это к товарам. И также удаляет к постам и к изображениям, которые были с ним связаны. Ну, если хотите, можем, кстати, сейчас и протестировать, сработает это или нет. Ну, давайте сохраним. Здесь он нам сейчас посканирует и найдет неиспользованное изображение с размерами, с путем и так далее. Скорее всего, это займет время, потому что сайт не маленький. Ничего он не нашел, значит, все использовано. Так, перейдем в дубликейт изображения, допустим, start. Он найдет дублирующее изображение в библиотеке. Ну, для того, чтобы вы могли очистить диск и так далее. Ну, ждать не будем, занимает время, но вы понимаете принцип, для чего это нужно. Давайте перейдем сюда. И здесь также вы можете найти и удалить неиспользованные, созданные для каждого изображения, потому что если вы, к примеру, отключали в оптимизации определенные размеры, которые он дублирует, то вы можете их просто очистить с помощью этой функции, найти их неиспользованные и очистить. И очень часто их очень большое количество. Ну, сейчас мы это делать не будем, потому что занимает очень много времени на поиск. Здесь, как я уже говорил, если вам нужно наложить watermark, то, пожалуйста, плагин будет это делать. То есть вы можете включить его автоматически, то есть если он при загрузке нового изображения, если вам нужно массово, вы хотите это все сделать. Ну и здесь вы выбираете, будет это или изображение, либо это будет текст. Выбрать изображение, он поддерживает PNG, JPEG или WebP. SVG, к сожалению, не поддерживает. Ну, надо написать, какой размер от изображения в процентах он максимум будет занимать. Здесь указать прозрачность, допустим, вам нужно 10. И, ну, давайте я вам просто покажу какую-нибудь в библиотеке, возьмем изображение. Да, надо будет загрузить. Так, здесь image opacity, то есть насколько она должна быть прозрачной, и в каком краю, как она будет выглядеть. Либо внизу проценты, либо внизу справа. И отступы вы можете настроить, и максимум ширина, которая она будет использоваться. Так, давайте посмотрим, что он нам, может быть, еще добавил здесь. Вроде бы ничего. Вот это можно будет пересохранить. Image resize. Здесь ничего не добавил. Массово, альтернативный текст. Ну, здесь тоже у нас ничего не добавилось. Да, вот он практически у нас все закончился. Он обработал все изображения. 882 изображения оптимизировал. Нашел уже даже там, где нет. Ну, практически все на 100% осталось, я так понимаю, несколько. Вот он последний обрабатывает. И вот такой плагин, довольно полезный по многим функционалам. То есть, кто это использует, мне особенно интересно. Ну, с watermark'ом я, конечно, в большинстве случаев стараюсь перебедить, но, опять же, оно есть. Используйте бесплатные, платные версии, поддержите разработчиков, оставьте отзывы, посетите их сайт. В описании будет ссылка на их продукты, куда можете перейти и посмотреть, попользоваться, протестировать. Ну и напишите свои варианты, какие вы используете. Ну и здесь очень много сниппетов, которые могут быть вам полезны, как для элементов WooCommerce, WordPress. Ну, даже для того же WooCommerce вы можете добавить определенные сниппеты, которые уже рабочие, их использовать. Спасибо всем, очень было приятно вас видеть на нашем канале. До скорой встречи, я не буду задерживаться, поэтому все затянулось. Скоро будет еще много полезных роликов, и, скорее всего, я сделаю какой-нибудь розыгрыш из инструментов для подписчиков. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Всего доброго и до свидания.